Добрый день, друзья! Ягодный сезон уже на подходе, и сегодня предлагаю приготовить бисквитный рулет с заварным кремом и свежими ягодами. Легкий, вкусный и очень нежный десерт. Сначала приготовим крем. Для этого нам понадобится молоко, сливки, крахмал, сахар или сахарная пудра, желтки, сливочное масло и ванильный экстракт. Выливаем в ковшик молоко и сливки. И ставим на плиту. Включаем огонь и нагреваем молоко со сливками до горячего состояния, но не кипятим. Теперь в отдельную мисочку добавляем желтки, сахар или сахарную пудру. Перемешиваем венчиком. И добавляем крахмал. Лучше всего использовать кукурузный крахмал. Он хорошо загущает крем, делает его нежным, гладким и устойчивым при остывании. И теперь тонкой струйкой, постоянно помешивая, вливаем горячее молоко. И выливаем всю смесь назад в ковшик. И снова ставим на плиту. И завариваем смесь на среднем огне, интенсивно помешивая. Ну вот, смесь уже начинает густеть. В этот момент я огонь убавила до минимального. И когда крем загустел, снимаем ковшик с огня и выкладываем туда сливочное масло. И размешиваем венчиком до полного его растворения. Крем получается нежный и шелковистый. Теперь накрываем его мешком или пленкой в контакт. И убираем до полного остывания. Для приготовления бисквита нам понадобятся яйца, сахар, мука и щепотка соли. В чашу выкладываем яйца, добавляем щепотку соли и сахар. И взбиваем миксером до пышной светлой кремовой массы. Это займет примерно 7-10 минут. Масса посветлеет, увеличится в объеме в несколько раз, а след от венчика будет хорошо держаться на поверхности. Теперь в два этапа всыпаем муку. И аккуратно вымешиваем лопаткой. Вымешиваем лопаткой снизу вверх. И высыпаем следующую партию муки.
Вот такое тесто у нас получилось. Я заранее взяла противень, проложила его бумагой для выпечки и смазала растительным маслом. И теперь выкладываем тесто. И теперь равномерно распределяем тесто по всему противню. Для этого можно использовать лопатку или шпатель. Мне, например, удобно это делать при помощи лопатки для торта. Стараемся размазывать тесто как можно равномернее, чтобы и середина, и края были одинаковой толщины. И тогда бисквит пропечется равномерно, края не подгорят и не пересохнут. Теперь рулет ставим в духовку, нагретую до 180 градусов, режим духовки вверх-вниз. Бисквит готов. Пекся он ровно 12 минут. Аккуратно перекладываем его на стол, накрываем сверху чистым листом пергаментной бумаги, а затем влажным полотенцем. Так он останется мягким и не пересохнет. И теперь оставляем его до полного остывания. Для начинки нам также понадобится свежая клубника и черника. Клубнику нарезаем кусочками. Свежие ароматные ягоды придадут рулету не только яркий и аппетитный вид, но и восхитительный вкус, который идеально дополнит нежный заварной крем. Нарезанную клубнику перекладываем в мисочку. Далее в остывший крем добавляем ванильный экстракт. И аккуратно перемешиваем. Крем получается невероятно нежным и ароматным. Теперь с охлажденного рулета аккуратно отделяем бумагу с нижней стороны. Благодаря тому, что бумагу мы смазали растительным маслом, она легко отделяется и бисквит не прилипает. Далее на эту сторону бисквита выкладываем крем. И равномерно распределяем его по всей поверхности, немного не доходя до верхнего края. Так крем не будет выдавливаться при сворачивании рулета. Сверху добавляем ягоды. Сначала клубнику. А затем чернику. И теперь с помощью бумаги аккуратно сворачиваем бисквит с кремом в рулет. Завернутый в бумагу рулет убираем в холодильник минимум на 2 часа, а лучше оставить его на ночь, чтобы крем хорошо застыл, а рулет стал стабильным и легко нарезался. После охлаждения достаем рулет из холодильника. Он прекрасно пропитался и стабилизировался. И теперь его можно украсить по вкусу. Я решила украсить рулет тонкой сеточкой из растопленного шоколада. Это добавит ему изящества и дополнительный шоколадный вкус.
Сверху можно выложить ягоды, например, клубнику, разрезанную на половинки или четвертинки, чтобы придать рулету яркий акцент и сделать его еще более привлекательным. Также можно сверху присыпать и сахарной пудрой. Вот такой рулет у нас получился. Красивый, аккуратный и очень вкусный. Нежный бисквит, ароматный заварной крем, свежие ягоды и сеточка шоколада сверху. Разве можно устоять? Он легкий, тает во рту и отлично подойдет как для уютного семейного чаепития, так и для праздничного стола. Обязательно попробуйте приготовить, уверена, что он вам точно понравится. А теперь отрежем кусочек и посмотрим, как рулет выглядит в разрезе. Посмотрите, какая красота! Все пропиталось, все на своем месте, крем, ягоды, бисквит. Просто загляденье. Друзья, спасибо, что были со мной. Надеюсь, что этот рецепт вдохновит вас на его приготовление. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите свои комментарии. До новых встреч и всего вам самого наилучшего!